Привет, друзья! Сегодня я хочу показать одно из самых, даже может быть самое старое здание в нашем городе. Это Потемкинский дворец. У него очень богатая история. Здание было построено в 1789 году. Прежде всего я хочу показать, в каком оно состоянии. Самое интересное, что князь Потемкин, которому принадлежало данное имение, так никогда в нем не был. Он умер в 1791 году, и после его смерти здание пришло в упадок. Здание буквально превращалось в развалины, крыша провалилась, был разрушен великолепный паркет, не осталось ни окон, ни дверей. Попытки местных властей как-то спасти Потемкинский дворец от окончательного разорения не увенчались успехом. Только в конце 1830-х годов решилась его судьба, когда Николай I подарил здание местному дворянству. Дворец был отреставрирован с изменением его первоначального плана по проекту архитектора Стасова. В перестроенном здании находились дворянские собрания, выборы, размещались в канцелярии губернского уездного предводителя и дворянства. С 1849 года здесь разместился музей древностей. Во время Крымской войны, как, впрочем, во время Первой мировой, дворец использовался как госпиталь, а в годы русско-японской войны здесь размещалась мастерская по пошиву одежды для солдат. В 1905 году здесь работал 8-й Всероссийский археологический съезд в Екатеринославе, а после в Днепропетровске Потемкинский дворец выполнял разнообразные социальные функции. Во время Великой Отечественной войны здание сгорело, от прежнего дворца остались только стены и колонны. В 1952 году дворец был отреставрирован, перестроен и принял свой теперешний вид, разве что напротив здания долгое время размещался фонтан, коего больше нет. Бывший Потемкинский дворец был восстановлен по проекту архитектора Баранского и передан под новый дворец. Теперь это дворец студентов. Ну а сейчас давайте просто посмотрим, во что он, скажем так, в чем он стал, во что он превратился. У меня немножко от того, что я увидел, да чего там немножко, у меня реально был шок от того, что я увидел. При Сталине было восстановлено. Да, я пока не забыл, вот пока мы здесь прогуливаемся, вот меня поразило то, что все наши издания, Днепропетровские, Днепровские, неважно, пишут о том, в каком замечательном состоянии это здание, как оно хорошо сейчас выглядит. Очень хорошо. Просто замечательно. Просто кошмар. Потемкинский дворец. Наследие города. Вообще плевать. Плитки положили на 100 миллионов. А здание просто разваливается. Называется, ну не лучшая ситуация. Все валяется, все ободрано. Тут тоже что-то падает сверху. Просто больно смотреть на это все. Тут вообще полный звездец. Просто звездец. Он похрен называется. Он там падает. Вот уже упадет еще кусок лепнины. Так, ну что я могу сказать? Чем дальше, тем хуже. Вон все падает, все сыпется. Здание просто обалденное. Просто больно смотреть на это все. Чего удивляться, если асфальт он хлам убитый. Он, кстати, треснул так конкретно вообще. Просто рассыпается. Там тоже что-то вообще. Там падает что-то. Вот такие вот ступеньки. Ремонта они... Вопрос, увидят ли они вообще ремонт, учитывая все, в каком состоянии тут. Я не знаю. Я не уверен. Мусор, грязь. Я даже... Блин, просто жесть какая-то там. Сколько там мусора. Кирпичи повыдолбленные. Там тоже все разваливается. Это дворец Потемкина.
Гордость нашего города. Вот я хожу, если честно, мне вот настолько все это не нравится. О, простите. Просто слов нет. Выражение есть. Материться хочется. Плакать хочется. Морду кому-то хочется набить сейчас. Ты себе встретил кого-то, кто это делает здесь, лучше я бы, наверное, не сдержался бы. Не знаю, не уверен, что я бы сдержался бы. Тарас Григорьевич Шевченко посрединке. На это все смотрит. Писец. Вот это вот не за год так, не за два. Это вот наследие независимости. Так, поднимусь вверх. Вот какие скоты еще обрисовывают? Вот, ну, люди, у вас вообще совесть есть? Реально встретил бы того, кто это делает сейчас. Капец какой. Если честно, я знал, что будет плохо, но не знал, что будет настолько плохо. Наверное, это видео сделаю отдельно. Хотел это включить парк Шевченко. Хотел выложить немножко позже. Хотел выложить что-то хорошее на канале. Нет, я выложу это сейчас. Может, вдруг совесть у кого-то, я не знаю, проснется. Я особо не надеюсь на это, но вдруг. Капец какой. Все в трещинах. Все, мать его, в трещинах. Вон кусок лепнины просто упал. Просто свалился. Еще один кусок лепнины. Ну так. Плевать же, да? Плевать же. Нам же все равно. Обгадить, обоссать, обосрать. Разрисовать. Ой, какой кошмар. Ну это ж не само упало, это ж били. Ну это точно били. Это вот просто били. Жесть какая. Я не знаю, ну там в окне там какой-то сторож сидела, женщина пожилая. Ну вот что я могу сказать? Что я могу сказать? Там, где не заработаешь, там нам наплевать. По сути дела, если на тендере можно заработать, то мы положим плитку на 100 миллионов гривен. Если на тендере нельзя заработать, как, допустим, с реконструкцией этого здания, плевать. На чем оно на балансе города? Наверное, на балансе города. Какой кошмар. Я не знаю. Я не думал, что так будет все плохо. Так как это место, оно практически безлюдное. Вот здесь, в этом парке, нечего делать как таковой. То здесь тоже никого нету. Мне интересно, как тут было.
до независимости. Что тут было, я не жил здесь тогда в городе, но точно, наверное, так не было, как сейчас. Просто разваливается здание. Ступеньки, все разваливается. Боже, кошмар какой. Это просто жесть. Ну, явно это уже после реконструкции, потому что видно, что вот эти блоки, это явно не старинные. То есть это все реконструировали, либо достраивали. Сейчас оно в таком ужасном состоянии все. Просто чудовищном состоянии. То же самое. Вон, видно, все падает. Все это лепнина, торчат балки. Тут они оградили, просто чтобы никого не прибило это. Что-то падающее сверху. Но у меня нет слов, правда. Я хотел выложить другое видео, более позитивное. Не уверен. Наверное, выложу это. Еще не решил. Потому что просто мне это и душу, и сердце сейчас раздеребендило. Вот то, что я вижу. Я ожидал, конечно, что будет все плохо. Но не ожидал, что настолько. Ну, я же говорю, здесь мало кто гуляет. Тут делать нечего. Тут все мхом покрыто. Какой-то лютый трэш. Я очень расстроен. Я знал, что, думал, просто там облезло немножко, там, может быть, что-то как-то. Но я не ожидал, что настолько, вот просто настолько разрушается история города, что история города просто умирает. Ну, вот такое вот видео. Я думал это сделать с включением парка Шевченко, но, наверное, сделаю это отдельным видео. Парк Шевченко сниму отдельно. Спасибо.